Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Хочу показать сегодня очередной несложный узорчик. Вот из таких вот ниточек, они средней толщины. Расскажу про ниточки в конце видео. И крючок у меня сегодня будет, смотрите, вот такой вот, 3,5 миллиметра. Вы, в свою очередь, берете свою пряжу, свой крючок под свою плотность вязания, чтобы у вас все получилось. Схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Она, в принципе, читабельная, понятная. Кто умеет работать со схемками, работайте самостоятельно. Кто еще пока не умеет, повторяйте за руками, у вас обязательно все получится. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 7 петелек плюс 1 воздушная петелька. Я давайте наберу 4 раппорта, это будет 28 воздушных петель. И одну дополнительную, вы увидите, что узорчик красиво ровно закончился. Итак, все как всегда. Вначале делаем петельку фиксации, и при наборе петелек мы ее не считаем. Теперь получается, я набираю 29 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29. Вот мой будущий образец. Далее смотрите. Мы сделаем с новичками вспомогательный ряд. Давайте он будет состоять у нас из полустолбиков с накидом. Смотрите. Делаем 2 петельки воздушные. 1, 2. Теперь, смотрите, отсчитываем от крючка 3 петельки. 1, 2, 3 в четвертую. Накид. Нырнули в четвертую петельку, вытянули ниточку и провязали все 3 петельки вместе. Есть. Накид. В следующую по порядку петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали все 3 петельки вместе. Есть. Это полустолбик с накидом. Накид. В следующую петельку по порядку нырнули, вытянули ниточку и провязали все 3 петельки вместе. Есть. И вот ваша задача так вот пройтись полностью по всей цепочке. В каждую петельку провязываете полустолбик. Для чего нам это необходимо? Новички еще могут пока путаться в воздушных петельках, да? Опытные мастера могут не путаться. Мы работаем с новичками, чтобы они сразу же не запутались, да? Не отбили желание себе вязать. Мы сделаем вот такой вспомогательный ряд, нам не сложно. В столбиках они уже точно не запутаются, правильно? Правильно. Все, вот так вот аккуратненько провязывайте до конца ряда. Сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков будет ровно столько, сколько петелек в цепочке. У меня 29 воздушных петелек, да, будет 29 столбиков. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. У вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики. Все ровненько, аккуратненько, ну, вернее, полустолбики, да. Итак, что мы делаем дальше? Смотрим. В начале 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. И сюда же, в верхушку этого же столбика, мы провязываем еще 2 столбика с накидом по 2 петельки. 2, накид, сюда же по 2 петельки. 2 столбика с накидом. Дальше, смотрите, что мы делаем. Накид. Теперь по порядку шагаем в следующий столбик. Нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки стоп, держим на крючке, дальше не провязываем. Накид. Следующий по порядку столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки стоп. Накид. 3 раз нырнули в следующий столбик, вытянули ниточку, провязали 2 петельки стоп. Накид. 4 раз следующий столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки стоп. И 5 раз накид, в следующий столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки стоп. А вот теперь смотрите внимательно. Мы все петельки на крючке, у нас получается 5 петелек от столбиков, и 1 петелька у нас была. Так? Мы их, смотрите, берем рабочую ниточку и все вместе дружно раз провязали за один раз. Обязательно зафиксировали вот такой воздушной петелькой. Видите, что получилось? Идем дальше. Накид. Теперь смотрите, пропускаем один столбик и в следующий столбик провязываем полностью по 2 петельки столбик с накидом 1, сюда же столбик с накидом 2, сюда же столбик с накидом 3, сюда же столбик с накидом 4 и столбик с накидом 5. Вот такой вот веерочек. То есть в самом начале у нас как бы половинка вот такого веерочка. Дальше повторение. Накид. Получается
по порядку по столбикам идем. Первый столбик, вытянули ниточку, 2 петельки, стоп, держим, не провязываем. Накид. Второй столбик, точно так же. Накид. Третий столбик. Накид. Четвертый столбик. Накид. Пятый столбик. И теперь все наши 6 петель провязываем вместе за один раз. И обязательно зафиксируйте воздушной петелькой. Угу. Дальше будет опять веерочек. Накид. Столбик 1 пропускаем. И в следующий столбик начинаем провязывать. 5 столбиков с накидом. Раз. Сюда же 2. Сюда же 3. 4. И 5. Поняли? Вот. У вас начинает вот так вот формироваться вот такая вот фигурка, да, как назовем ее, выпуклая. Появляются моменты выпуклые. Все, самостоятельно до конца ряда, ничего сложного, в конце ряда встречаемся. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда. И как мы заканчиваем ряд, так же, как и начинали. Вот у нас получается 5 наших столбиков с общей верхушкой, формируют вот такую вот метелочку, да. Воздушную петельку уже сделали, теперь накид. Вот, пропускаем один столбик, и там, где у нас были 2 петельки подъема в предыдущем ряду, за вторую петельку беремся аккуратненько и в нее уже провязываем раз столбик с накидом, сюда же, в эту же петельку, второй столбик с накидом и сюда же третий столбик с накидом. Все, на этом наш ряд закончен. Далее делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Теперь смотрите, делаем накид. Вот у нас 2 столбика. Мы их, смотрите, как провязываем. Захватываем второй столбик сзади наперед, столбик перед крючком, вытягиваем ниточку и провязываем только лишь 2 петельки. 2, стоп. Это рельефный лицевой столбик с накидом, но мы тоже провязываем не до конца, держим на крючке. Накид. Следующий, третий столбик. Точно так же захватили сзади наперед, столбик перед крючком, вытянули ниточку, провязали всего лишь только 2 петельки, стоп, держим на крючке. А вот теперь все 3 петельки провязали вместе и обязательно зафиксировали воздушной петелькой. Понятно? Идем дальше. Накид. Вот у нас наша метелочка, 5 столбиков с накидом с общей верхушкой. Вот их общая верхушка. Накид делаем, в эту верхушечку нырнули и провязываем 5 столбиков с накидом. Раз, сюда же. 2, сюда же. 3, сюда же. 4, все столбики с накидом. И сюда же 5. Ничего сложного. Получается над метелочкой такой вот веерочек. Угу. Дальше идем. Смотрите, накид. Вот у нас получается наш веерочек из 5 столбиков с накидом. Накид делаем. Вот он, первый столбик. Захватываем его сзади наперед. Столбик перед крючком. Вытянули ниточку. Провязали 2 петельки, стоп. Держим, не провязываем. Накид. Вторым столбиком точно так же. Сзади наперед. Столбик перед крючком. Вытянули ниточку. Провязали 2 петельки, стоп. Держим, не провязываем. Накид. Третий столбик. Точно так же. Набираем наши столбики. Четвертый столбик. Точно так же. Они у нас такие будут объемные, да, получается, элементы. И последний, пятый столбик. Точно так же. Захватили, провязали рельефный лицевой столбик с накидом не до конца. Теперь у нас на крючке опять 6 петелек. Мы их провязываем вместе и обязательно фиксируем воздушной петелькой. Видите, что получается? Вот. За счет вот этих вот рельефных столбиков, да, получается такой небольшой объем. Когда узорчик подрастет, он будет более симпатично выглядеть, и все будет понятно. Идем дальше. У нас опять вот наша метелочка, 5 столбиков с накидом с общей верхушкой. И мы опять в нее провязываем 5 столбиков с накидом. Раз, сюда же. 2, сюда же. 3, 4, 5. Есть. Получается, что мы с вами повторяем самый первый ряд, так, только у нас смещен в шахматном порядке. Ну и метелочка получается вот такая объемная. Все, ничего сложного. Следующий получается наш веерочек. Провязываем точно так же рельефными лицевыми столбиками с накидом. Если для вас быстро, вы можете нажимать в настройках скорость, так, либо ставить на паузу. То есть можете скорость свою настроить, как вам будет удобно. Так, 2,
3, 4 и 5. И вот теперь все наши петельки провязали за один раз и обязательно воздушной петелькой зафиксировали. Все, видите, здесь получается элементики более выпуклые, здесь получается они более вогнутые. Более выпуклые, более вогнутые. Здорово? Все, давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Не сложно у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот провязали практически до конца ряда. Появляется объемчик. Интересно. Итак, как мы заканчиваем ряд? Вот у нас получается веерочек, дальше будет метелочка. Здесь у нас, помните, всего лишь только 3 столбика с накидом. Провязываем первый столбик рельефным лицевым столбиком с накидом. Раз, не до конца тоже. Второй столбик рельефный лицевой столбик с накидом 2. А смотрите, тут у нас были 3 петельки подъема. Мы делаем накид и аккуратненько в третью петельку подъема ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп. И вот теперь все петельки на крючке провязали за один раз. Есть 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Теперь получается, там, где у нас метелочка, мы провязываем веерочек. Сюда же возвращаемся в общую петельку и провязываем сюда всего лишь пока только 2 столбика с накидом. Раз и 2. То есть половинка у нас метелочки, значит половинка веерочка. Дальше смотрите, вот наш веерочек, мы его провязываем также рельефными лицевыми столбиками с накидом за одну общую верхушку, да, получается будет общая верхушка. Раз, первый столбик провязали, второй столбик рельефный лицевой столбик с накидом, точно так же третий столбик, набираем на крючок, да, точно так же четвертый столбик и точно так же пятый столбик. Теперь все петельки на крючке 6 провязали за один раз вместе, раз, зафиксировали воздушной петелькой. Видите, у нас опять объемный элемент получается. Теперь смотрите, все наоборот получается. Ну, как бы повторяем предыдущий ряд. То есть здесь у нас будет метелочка, значит над ней будет веерочек. Беремся за общую верхушку и провязываем опять 5 столбиков с накидом. Раз, сюда же в эту же верхушечку 2. Сюда же 3, сюда же 4, сюда же 5. Кому быстро, ставьте на паузу. Угу. Все, и так далее. Опять у нас получается веерочек. Мы над ним будем делать объемную метелочку рельефными столбиками. Раз, также 2, также набираем на крючок 3, также 4, то есть ничего нового, мы все это сами уже провязывали, и также 5. И все вместе провязали, воздушной петелькой зафиксировали. Вот, видите, как оно получается? Вот, с этой стороны вот эти будут у нас, получается, рельефные элементы, с другой стороны у нас вот так вот будет выглядеть. Видите, вот у нас здесь рельефный элемент объемный. Вообще ничего сложного, то есть вы повторяете ряд точно так же, как мы провязывали в предыдущем ряду. Давайте самостоятельно до конца ряда, в конце ряда встречаемся. Несложно у вас получится. Давайте. Так, смотрите, очередной ряд наш готов. Вот так выглядят объемные элементы с этой стороны. И как мы заканчиваем ряд. Смотрите, мы же видим, получается, что у нас здесь половинка, да, метелочки, накид. И вот, получается, в их общую петельку мы начинаем провязывать всего лишь 3 столбика с накидом, чтобы сделать половинку веерочка. 2 и сюда же 3. Все. Опять 3 петельки подъема. Раз, 2, 3. И здесь очень все просто, все интуитивно. Там, где веерочек, там метелочка. Там, где метелочка, там веерочек. Поняли? Там, где веерочек, там метелочка. Там, где метелочка, там веерочек. То есть ничего сложного. Опять делаем рельефные лицевые столбики с накидом. Здесь у нас получается, здесь будет 3 столбика, провязываем вместе. Раз, зафиксировали. Дальше пошел веерочек. Вы поняли? То есть мы, получается, по факту повторяем один и тот же ряд. Так? Единственное, что просто вы следите. У нас как бы ряд смещается в шахматном порядке. И все. А так ничего сложного. Вообще ничего сложного нету. Так, 3, 4, 5. Да, вертикальный раппорт узорчика 2 ряда всего, да? 2 ряда. Раз, 2. Да? Раз, 2. И так далее. Но, получается, по факту один ряд мы провязываем. Правильно? Вот. И опять набираем наши
рельефные лицевые столбики первый, далее второй, далее третий, далее четвертый и пятый. И аккуратненько потом все провязываем вместе за один раз. Раз. И обязательно воздушной петелькой зафиксировали. Все. Видите? У вас начинают формироваться вот такие вот объемные элементы с одной стороны. Так. С другой стороны они будут в шахматном порядке располагаться. Точно такие же элементы, но с другой стороны. Все. Ничего сложного. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Но уже видно, что получится необычно. Да? Все. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Итак, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получается. Скажите, необычно, да? Узорчик у нас двусторонний. Так? Выбираете любую сторону, какая вам нравится больше всего. Такая у вас будет лицевая. Ну, как вам? Такой небольшой 3D объемный узорчик. Из моей пряжи тянется вот так чуть-чуть. И вот так тянется чуть-чуть. Из вашей пряжи может тянуться больше, может тянуться меньше. Поэтому обязательно пробуйте, вяжите из своей пряжи. Один и тот же узорчик из разной пряжи может выглядеть по-разному, поэтому пробуйте обязательно. Итак, что же у меня за пряжа? Смотрим. Называется она Yarn Art Baby. Это стопроцентный акрил. Сейчас вам покажу. Вот, смотрите. Это стопроцентный акрил. Моточки у меня небольшие, 50 грамм по 150 метров. Ну, цвет кому если понравился. В принципе, на камеру передается чуть-чуть немножко поинтенсивнее. 623. И нам здесь советуют производители. Смотрите, брать крючок 3,5 мм. Ну, что мы и сделали. Вы берете свою пряжу, точно так же читаете инструкцию, подбираете крючок под вашу плотность вязания, чтобы у вас все получилось. Что, давайте замерим мой образец. Связаны моей пряжей, моим крючком, моей плотностью вязания. У вас может быть цифры другие, поэтому обязательно вяжите своей рукой, своей пряжей, своим крючком, своей плотностью образцы. Итак, 29 у меня было воздушных петелек, это, смотрите, 16 сантиметров. И тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядочков. И с новичками мы провязывали самый первый 9 рядочков. Ну, давайте по самой, так скажем, выступающей точке. Получается вот 10 сантиметров с хвостиком. Так. Ну и вот по нашим вот таким-то объемным элементам 10 сантиметров. Поняли? Ну, красота, красота. Из детского акрила это могут быть детские вещи, кофточки, это могут быть пледики. Из, например, летней пряжи это могут быть топики, маечки, юбочки. Да? Если это будет зимняя пряжа, это могут быть шарфики, снудики, кардиганы, жилетки, ну, все что угодно. Узор несложный. Вы повторяете, получается, всего лишь один ряд. Поняли, да? Просто смещаете его, а так все то же самое. Как вам? Если кто уже что вязал данным узорчиком, рассказывайте нам будет интересно. Мы будем читать, вдохновляться. Надеюсь, видео сегодняшнее вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно пишите комментарии. Комментарии помогают продвижению канала. Заранее спасибо большое. Нажимайте на кнопку спонсорства. Тоже заранее спасибо большое. Подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.